Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Точка ремонта. Теперь давайте займемся оперативной памятью. Со временем у нас на контактах образуются окислы. Для того, чтобы их убрать, можно использовать обычную канцелярскую стерку для карандаша. Просто берем память и легкими движениями очищаем наши контакты. Вот, посмотрите, как они блестят. А на этой планке у нас видны потемневшие контакты. А на этой планочке у нас контакты вот так вот блестят теперь. Проделываем то же самое со второй планкой. Все готово. Теперь давайте перейдем к обслуживанию нашей видеокарты. Также для начала ей протрем все контакты. Они у нас более темные, даже чем на оперативке. Вот. Теперь они у нас блестят, никаких окислов на них нет. Далее давайте разберем систему охлаждения. Значит, здесь мы видим тоже пыль. Ну, не так много, но все равно ее лучше всю продуть. Так, давайте открутим вентилятор. Пардон, кулер. Ну или вентилятор, как вам больше нравится. Так, система охлаждения просто так не разбирается. Нам еще нужно открутить вот эти винты. Как видим, здесь тоже есть небольшое количество пыли. Так, чистка нашей видеокарты закончена. Этот процесс я оставил за кадром, потому как ничего примечательного или сложного в этом нет. Единственное, что могу сказать по поводу очистки, это то, что пыль между вот этими лопастями можно легко очистить с помощью ватной палочки, смоченной в спирте. Ладно, давайте очистим наш радиатор от старой термопасты засохшей. Для того, чтобы это было проще сделать, мы немножко спирта брызгаем.
и она у нас очищается легче. Ну, в принципе, все чисто. Здесь у нас остались чисто въевшиеся какие-то места в алюминий. Но ничего страшного в этом нет. Теперь соберем нашу систему охлаждения. Что ж, наши винты на месте. Осталось нам закрутить саму систему охлаждения, собрать ее до конца. Готово. Теперь нанесем небольшое количество термопасты на видеочип. Буквально маленькую капельку. Вот такого количества будет вполне достаточно. Ставим нашу систему охлаждения на место. И закручиваем обратно винты крепления. Затягиваем винты крест-накрест. И нам осталось подключить обратно кулер к питанию. Все готово. Так, наш системный блок готов. Давайте его включим, посмотрим результат. Так, пока он грузится, расскажу, что мы здесь сделали. Во-первых, мы смазали кулер на блоке питания. Во-вторых, мы все почистили, заменили конденсаторы вспухшие, почистили полностью материнскую плату, все контакты оперативной памяти, заменили термопасту, поставили новый кулер, потому что старый пришел в негодность, у него не регулировались обороты, где-то внутри самого вентилятора был обрыв, а так как он не обслуживаемый, его проще поменять. Собрали заново компьютер, поставили правильно вентилятор, который у нас на выдув работает. Больше никаких ошибок он у нас не выдает.
Вот такой вот у нас получился ремонт. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Встретимся в следующих видео.